Книга 147. Ловушка для внимания. Автор Бен Пар. Глава 1. 3 этапа формирования внимания. Быстрые пути, которые ищет наш мозг, известны как эвристика. Например, увидев какого-то человека или компанию на первом месте, мы неосознанно приписываем им положительные качества. Таким образом и работают различные рейтинги и топы. Но на самом деле то, что может понравиться вам, не обязательно понравится всем остальным. Наше внимание постоянно перепрыгивает с одного на другое, что мешает нам сконцентрироваться на чем-то одном, отчего мозг ищет быстрые пути для мышления. У человека выделяют 3 типа внимания – непроизвольное, кратковременное и продолжительное. И для каждого из них у нас есть свои быстрые пути. Непроизвольное внимание возникает автоматически, благодаря инстинктам, а не сознанию. Мы инстинктивно паникуем и пригибаемся, услышав выстрел. Смотрим в небо, по которому летят яркие шарики, или испытываем спазм в желудке при отвратительном запахе. За эти реакции отвечают механизмы автоматического реагирования нашего организма и сенсорная память. Это система, помогающая нам хранить зрительные образы, звуки, запахи и другие сенсорные сигналы в течение короткого времени. Мы не просто автоматически реагируем на звуки, цвета и запахи. Они также являются почти мгновенными эмоциональными впечатлениями и инстинктивными реакциями, которые определяют наше непроизвольное внимание. Отрицательные эмоции – страх, гнев, ненависть и так далее – обычно превосходят положительные, когда речь идет о привлечении непроизвольного внимания. Например, ученые назвали свою статью следующим образом и привлекли к ней большое внимание. Дофамин настолько важен для мотивации, что без него ничего не хочется делать. Без дофамина вы по-прежнему будете получать удовольствие от шоколада, но вряд ли захотите выйти из дома и съездить за ним в магазин. Поэтому не случайно наш мозг выделяет дофамин, когда мы изучаем что-то новое или необычное. Кратковременное внимание является прямым результатом мотивации. Оно является искрой и важным компонентом системы внимания. Если, начав что-то делать, нам это покажется интересным, в игру вступает 3-й тип внимания – продолжительное. Когда что-то выстреливает, чей-то музыкальный альбом, сервис в интернете или игра, люди почему-то сразу начинают считать, что этим людям или компаниям просто повезло. Но все абсолютно не так. До огромных продаж альбомов музыканты много лет работают и записывают хиты, и все больше людей начинают обращать на них внимание. Pinterest была основана в 2008 году, за 3 года до того, как стала мгновенной сенсацией. А Angry Birds была 52-й по счету игрой студии Rovio. Кратковременное внимание со временем приводит к продолжительному, и этим активно пользуются, например, звезды, светясь на камеры где только можно. Некоторые даже сливают свои голые фотографии или интимные видео и совершают на камеру безумные выходки, чтобы добиться упоминания в прессе. Другие же проводят проверку временем. Например, Билл Гейтс, Марк Цукерберг и другие. Кратковременное внимание приводит к привычкам, и мы начинаем реагировать на что-то не задумываясь. Например, покупаем какие-либо товары или звоним определенным людям, когда хотим погулять. Секрет создания успешной рекламной кампании или долгосрочных отношений заключается в отыскании эффективных способов привлечения кратковременного внимания, а затем в превращении его в продолжительное. Недостаточно показать аудитории забавную рекламу. Она должна способствовать появлению последователей, поклонников и, что самое важное, продаж. Таким образом, Nintendo разожгла внимание к своему популярному продукту Super Mario. Образ Марио был не случайен. Он возник из-за ограниченности возможностей аппаратных средств того времени. Марио должен был походить на человека и привлекать внимание при наличии всего 256 пикселей. Поэтому его наделили бросающимися в глаза чертами лица, большим носом, усами, красной кепкой и синим комбинезоном. Уникальный внешний вид персонажа сразу запоминался и приводил к продолжительному вниманию. Помимо персонажа, игрока увлекала и игра. Игроки должны сосредоточиться на достижении ближайшей цели, дойти до флагштока, победить Боузера и так далее. За каждое достижение они получают немедленное вознаграждение. Благодаря этому дофамин выделяется практически мгновенно. Лучшие геймдизайнеры – мастера привлекать кратковременное внимание. Они находят способы мотивировать игроков достигать несложной цели и переходить к следующей. За внимание вашей аудитории борются тысячи отвлекающих факторов и приоритетов, поэтому оно может быть мимолетным. Чтобы привлечь внимание к своей мысли, вы должны завоевать непроизвольное, кратковременное и продолжительное внимание аудитории. Сначала нужно добиться бессознательной реакции, предложив нечто особенное или непривычное. После этого понадобится что-нибудь уникальное, необычное и полезное, чтобы кратковременная память продолжала концентрироваться на вашей идее.
Завладев кратковременным вниманием, необходимо создать для аудитории ценность, обеспечивающую продолжительное внимание. Существует 7 инструментов привлечения всех 3 типов внимания. Первый инструмент – автоматизм. Все растения и животные, в том числе люди, пользуются сенсорными ориентирами для того, чтобы концентрировать, направлять и отвлекать внимание. Светляки привлекают особей противоположного пола с помощью свечения, а ярко-желтый цвет ос мгновенно заставляет нас отойти и держаться подальше. Палочник специально избегает привлечения внимания и прячется на виду. Мужчины садятся ближе и задают более личные вопросы женщине, одетой в красное. Таким образом, цвета, формы, звуки, текстуры, запахи и другие ощущения влияют на наше внимание. И первым образом мы обращаем внимание на то, что представляет для нас опасность. Например, если в кустах кто-то шуршит, то все наше тело сразу напрягается, так как мы думаем, что там хищник. Звук выстрела автоматически активирует наше внимание, так как нам надо быстро реагировать на потенциальные угрозы. Автоматизм происходит на этапе непроизвольного внимания. Его можно вызвать 2 путями. Во-первых, через контраст, когда сенсорный ориентир привлекает внимание просто потому, что выделяется. То есть мы можем выделить слово из списка, и оно запомнится намного проще, чем все остальные. Во-вторых, ассоциации. В списке мы можем указать слово, которое по смыслу будет отличаться от всех остальных и будет выглядеть белой вороной. На внимание влияет контраст. По эксперименту девушка ловила машины на обочине дороги в разных футболках. Когда на ней была красная или желтая футболка, люди останавливались намного чаще, чем когда на ней была зеленая, черная или белая футболки. Красный цвет чаще привлекает мужчин, так как красный цвет связан с романтическими отношениями. Широкая красная рамка вокруг фотографии человека усиливала его привлекательность в глазах незнакомых людей, разглядывающих фото. То есть, чтобы заставить противоположный пол считать вас более привлекательными, нужно лишь надеть что-нибудь красное. Красная кнопка привлекает на 34% больше подписчиков, чем зеленая. Также хорошо работают оранжевый и желтый цвета. Amazon этим активно пользуется. Таким образом, если вы хотите привлечь внимание к своему продукту, сделайте для него упаковку, отличающуюся по цвету от продуктов, которые будут стоять рядом на полках магазинов. Если вы хотите, чтобы вас заметили в баре, одевайтесь в яркие цвета, контрастирующие с темнотой. А если вы хотите выделяться на конференции, не надевайте светло-голубую рубашку, потому что в мире финансов все носят голубые рубашки. Наденьте сиреневую или розовую. Подсветка может как улучшить настроение, так и спасти вашу жизнь. Например, многие пользуются услугами авиакомпании Virgin America, потому что у них сиреневая подсветка салона, которая многим нравится. А власти японского города Нара установили синие фонари в наиболее криминальных районах города и на железнодорожных станциях. В результате уровень преступности сократился на 9%. Но что более удивительно, самоубийства на железнодорожных станциях Нары полностью сократились. Испытуемые под влиянием красного и желтого цвета набирали больше баллов в психологическом тесте на определении состояния тревожности и гораздо меньше под влиянием синего и зеленого. Согласно другой теории, цвет, часто ассоциируемый с полицией и правоохранительными органами, может также бессознательно удерживать от совершения преступления. Во многих культурах синий – цвет спокойствия, однако другие цвета в каждой стране могут иметь разное значение. В большинстве стран красный ассоциируется с романтическими отношениями и сексом, но в Индии он символизирует чистоту, в Китае – удачу, а в разных частях Африки – смерть или жизнь. Зеленый в западных странах напоминает о природе и спокойствии, но связывается с экзорцизмом и неверностью в Китае. Мы постоянно видим цветовые указатели в природе. Например, из-за ярко-желтого окраса лягушки хищники держатся от них как можно дальше. Известность бренда значительно меняется при смене цвета логотипа. Например, данные цвета означают следующее. Но это исследование было среди американцев. В других странах предпочтения и значения могут отличаться. При использовании активатора автоматизма значение имеет не только цвет, но и его яркость и насыщенность. Более насыщенный цвет коррелирует с ростом возбуждения и доминирования. Например, вы можете использовать яркие цвета в упаковке своего продукта или в своей одежде, когда будете убеждать начальника дать дорогу вашим идеям или рекламным материалам. Но мы реагируем не только на цвет. Например, когда человек расстроен, важно предложить ему кофе или другой горячий напиток. Наука говорит, что горячий предмет в руках вызывает у человека позитивные чувства в отношении окружающих, и люди более склонны к сотрудничеству. Прикосновение людей противоположного пола друг к другу, даже случайное, повышает пульс и усиливает влечение.
На многих курсах по самозащите инструкторы говорят ученикам, особенно женщинам, что не нужно кричать на помощь или насилуют при нападении. Чтобы привлечь внимание окружающих, следует кричать «пожар». И это действительно работает на практике. Одной женщине удалось таким образом отбиться на улице от нападавшего. Она закричала «пожар», и к ней на помощь быстро пришли несколько человек. Проблема в том, что крики на помощь могут означать все что угодно. От «на меня напали» до «я заблудился». И не все хотят рисковать, если это нападение. Пожар – это особая ситуация, в которой нет угрозы нарваться на нож или пистолет, поэтому люди не считают, что пострадают, если помогут. Наш мозг автоматически реагирует на два типа слуховых раздражителей. Неожиданные, необычные звуки, например, звук фейерверка, и заметные содержательные звуки, например, когда произносят наше имя. Пожар соответствует обоим типам. У людей также есть способность концентрироваться только на одних звуках, в то время как их окружает большое их количество. Например, на вечеринке мы можем не замечать музыки или голосов других и быть полностью сконцентрированным только на одном. Но если кто-то назовет ваше имя, вы сразу это уловите. Неожиданные звуки лучше всего привлекают внимание, но с ними должны быть связаны положительные ассоциации. Зная все эти приемы, вы привлечете к себе внимание. Но вам нужно не только привлечь непроизвольное внимание и добиться реакции, но и добиться кратковременного внимания и заставить сконцентрироваться на вас, ваши идеи или мысли. Второй инструмент – разрушение стереотипов. Многие американцы в Черную пятницу выстраиваются в огромные очереди, чтобы накупить разных товаров. И многие компании начинают рекламировать свои бренды задолго до начала этого дня. Но одна компания, которая производит популярные куртки, наоборот сказала, что не стоит покупать их товар в этот день. Она сказала, что на производство одной куртки уходит 135 литров воды. Количество достаточное, чтобы человек прожил 45 дней. Реклама советовала покупать только то, что действительно нужно, и чинить одежду, прежде чем купить новую. В то время как остальные компании снижали свои цены в Черную пятницу, эта компания повысила их. О данном событии говорили все вокруг. Однако вместо того, чтобы покупать меньше, потребители стали покупать больше. И продажи их курток взлетели на 40%. Компания разрушила ожидания людей в отношении того, как бренд должен действовать в Черную пятницу, поэтому она привлекла себе столько внимания. Разрушение стереотипов привлекает наше внимание с помощью трех основных элементов – неожиданности, простоты и значимости. Учителю надо было объяснить ученикам, что такое медиана, среднее значение и дисперсия, чтобы его ученики поняли, почему эти понятия важны. Он разделил класс на три группы. Он попросил одну группу намазать ладони краской и оставить два отпечатка, один стоя, а другой подпрыгнув как можно выше. После выполнения этого задания вторая группа измеряла результаты с помощью линейки и записывала их. Третья группа тем временем мыла руки, чтобы повторить цикл раскрашивания и записи результатов. На следующий день учитель попросил учеников нарисовать диаграмму, отображающие данные, собранные в предыдущий день, чтобы сравнить результаты, полученные стоя и в прыжке. Он также попросил рассчитать среднюю величину, медиану и диапазон данных в выборке. Этот простой, но инновационный подход к изучению статистики оказался невероятно успешным. Ученики заинтересовались математическими расчетами и с удивлением узнали, что высокие ребята не обязательно прыгают выше, чем низкие. Опять же, в головах у школьников был стереотип, что в школе ученики сидят за партами и высчитывают формулы, что это скучно и неинтересно. Но учителю удалось сломать этот шаблон. Самые простые продукты – самые популярные в мире. Этим правилом всегда пользовался Стив Джобс. В программах на iPhone нет меню с множеством опций, кучей иконок и окон. На первом iPhone была всего одна кнопка, вместо сотен кнопок на КПК и телефонах с клавиатурами того времени. Простые идеи привлекают внимание лучше, чем сложные, поэтому простота является вторым элементом разрушения стереотипов. Причина довольно проста. На обработку сложных идей требуется больше энергии, и они увеличивают когнитивную нагрузку. Когнитивная нагрузка – это объем умственной работы, которая загружает кратковременную память. Чем больше когнитивной нагрузки требует задача, тем более вероятно утомление внимания. В результате снижается контроль внимания, возникает забывчивость и растет вероятность ошибок. Внимание аудитории неустойчиво, поэтому важно уменьшать когнитивную нагрузку и упрощать идеи, продукты или концепции. Это поможет аудитории сосредоточить внимание и запомнить идеи, которые вы пытаетесь донести. У вас есть всего 15 секунд, а то и меньше, чтобы привлечь чьё-то внимание. По статистике, именно в первые 15 секунд пользователям YouTube необходимо убедить зрителей смотреть дальше. 4 из 5 зрителей закроют видео, если оно хоть раз запнется, чтобы подгрузиться.
«Игра престолов» — это серия книг и популярный сериал, снятый по ним. Одна из причин популярности «Игры престолов» заключается в том, что сериал постоянно нарушает ожидания, неожиданно убивая главных персонажей, часто шокирующе и безжалостно. Большинство авторов популярных книг обычно не убивают главных персонажей. На этом эта часть подходит к концу. Подписывайся на канал, ставь лайк, нажимай на колокольчик и оставляй в комментариях свое мнение о данной книге. Пока!